Привет, это майор в отставке. Как вы знаете, на днях в Китае прошел саммит ШОС, на который съехались самые известные и видные диктаторы мира. Вечер клуба живодеров. Разумеется, был там и Путин, и Лукашенко, но потом еще и товарищ Ким подъехал. Путин вновь продемонстрировал, что он не изолирован, что ему не нужен мир. И похоже, что он вместе с Китаем и вместе с другими строит свой блок против Запада. А подтверждением этому стал военный парад в Пекине, который Си Цзиньпинь провел в те же дни. По масштабу он превзошел все предыдущие. Тысячи военных, стратегические ракеты, новые гиперзвуковые комплексы и демонстративное участие Путина и Ким Чен Ына рядом с китайским лидером. Парад выглядел как магазин с вывеской «Армагеддон» с бесплатной дегустацией. Путин и Ким рядом с Си – идеальная фотография из будущего учебника по диктатурам. Можно ли это назвать новой осью зла? Сейчас разберемся. Напомню, если вы вдруг забыли или если вы не знали, а потом еще и забыли, меня зовут Олег Кашинцев, я бывший оперативник, майор полиции в отставке из России. И сегодня в этом видео поговорим об антизападной коалиции, вероятной новой оси зла, которую строит Кремль, опираясь на Китай, и на других. Обязательно досмотрите этот ролик до конца, поставьте лайк к нему, так вы поможете мне и моему каналу. Не забудьте, конечно, поделиться. Если вы еще до сих пор не подписаны на этот канал, то сейчас самое время это исправить и подписаться. Также прошу вас стать спонсорами этого канала, если у вас есть такая возможность. Кнопку и ссылку найдете под этим видео. Итак, ставьте лайк и погнали. Из последних новостей о прошедшем саммите в Китае ясно, что объявлено о юридически обязательном меморандуме по строительству силы Сибирь-2, газопровода на 50 миллиардов кубометров в год через Монголию, плюс увеличение поставок по старой действующей трубе «Сила Сибири» еще на 8 миллиардов кубов. Путину удалось уговорить Китай покупать его дешевый газ. А перед этим, как вы знаете, он побывал в Монголии. Но это будет не просто труба. Это будет кровеносный сосуд будущей зависимости Китая от российского газа. Коммерческие детали мы еще узнаем позже, но политический сигнал прозвучал. Москва и Пекин цементируют энергетический союз против Европы. Второй штрих – это картинка, которую так любят все диктаторы. Путин, Си и Моди вместе. Разговор о новом мировом порядке, о банке развития ШОС, о снижении зависимости от доллара. Это платформа, где Россия, Китай, Иран и часть глобального юга публично формулируют антизападную повестку. Мы должны продолжать решительно противостоять гегемонизму и политике силы, практиковать подлинную многосторонность и стать опорой в продвижении многополярного мира. У нас какое представление о мире, о многополярности у России? Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим. Вот в этом и состоит справедливость. Ну что Индия? Индия играет свою стратегическую автономию. Цифры упрямые, они говорят сами за себя. С января по июль 2025 года Индия покупала в среднем 1,7 миллионов баррелей российской нефти в сутки. Это более трети импорта страны. Да, Вашингтон врубил тарифы, но тренд не переломлен. Индия продолжает балансировать, используя скидки Москвы. На полях саммита Моди и Путин демонстративно подчеркивали доверие. Это политический сигнал и Западу, и Пекину. Индия торгуется жестко, но в эту антизападную геометрию ее все-таки также пытаются втянуть. Третий элемент – это военный блок из изгоев. Северная Корея и Иран – это не переговоры о будущем, это уже сегодняшний боекомплект. По оценкам Украины и союзников, КНДР поставила России миллионы артиллерийских снарядов и баллистические ракеты, а также тысячи военных. В 2024 году Москва с Пхеньяном подписала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с взаимопомощью, по которому обязались защищать друг друга в случае войны. Иранские дроны «Шахед» эволюционировали в путинские «Герани» и локализованы в России. Фиксировались и поставки более продвинутых образцов. Это и есть военная артерия коалиции, которая обеспечивает не только продолжение войны против Украины, но и, возможно, подготовку к еще более масштабной и жесткой войне. Северная Корея, Иран – вот и все наследство. Оно же и достижение великой в кавычках державы. Союз с нищими изгоями, с убийцами, которых цивилизованный мир десятилетиями презирает и душит санкциями. Россия, благодаря ватному фюреру, теперь в их клубе бедности, диктатуры и международного позора. Вместо союзов с сильными, уважаемыми странами, вместо развития экономики – партнерство с людоедами, которые грабят и мучают собственное население. Путин сам превратил Россию в изгоя мирового масштаба, приписав себе в друзья тех, кого весь мир считает отбросами. И в учебнике истории в будущем он сам как отброс и войдет. И в этом контексте парад в Пекине был не просто шоу. Это был сигнал. У коалиции есть оружие, и они готовы его показывать. Новая китайская межконтинентальная ракета, модернизированные дроны,
стратегическая авиация. Все это было вывалено на улице, чтобы Запад сделал выводы. Четвертый элемент – это политико-дипломатическая крыша. Накануне Пекин и Москва в унисон с Тегераном отвергли попытку европейской тройки восстановить санкции ООН против Ирана. Это синхронная позиция трех столпов антизападного лагеря, и она вполне укладывается в логику взаимных услуг. Вы нам доступ к вооружениям и технологиям обхода санкций, а мы вам прикрытие в Совбезе и на международных площадках. Мы находимся в постоянном контакте по различным аспектам международной повестки дня, включая ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Пятый элемент – это экономика в условиях санкций и технологии обхода. Западные санкции вышли на плато эффективности. Россия приспособилась – это темные флотилии танкеров, псевдострахование, перевалка нефти, расчеты в юанях и дирхамах. 80% нефти российской теперь уходит в Китай и Индию, но потолок цен пробивается на регулярной основе. Да, санкции бьют по доходам, но не ломают стратегический расчет Кремля. Ну а теперь исторические параллели. Они неприятные, но зато отрезвляют. Итак, Первая мировая. Система блоков перед 2014 годом – это классика. Германия и Австро-Венгрия, позже Османская империя и Болгария против Антанты. Коалиция резервистов против существующего тогда порядка. Сегодня мы видим такой же антипорядок, где Москва тянет связку с Пекином и Тегераном всех, кто недоволен правилами Запада. Прямая калька? Нет, но логика один в один. Объединяться, чтобы менять правила силой и шантажом. Межвоенный период от антикоминтерна до осизла стартовал, когда в 1936 году Берлин и Токио подписали антикоминтерновский пакт. К 1937 году присоединилась Италия. Этот блок был создан против западной архитектуры безопасности. Это была идеологическая вывеска для практической связки военных и экономических интересов. Сегодня лозунги другие, многополярность и борьба с гегемонией, но функция та же. Политическая рамка для коалиции обиженных, которая в перспективе даст возможность взаимных военных обязательств. Мир должен быть многополярным, а это значит, что все участники международного общения должны быть равны. И никаких более равных не должно существовать. В 1939 году был подписан пакт Молотова-Риббентропа, всем известный. Это урок про циничные союзы по расчету, временные договоренности ради передела мира и сфер влияния. Тогда это были секретные протоколы и разделы Европы, но сегодня это зона интересов Евразии, которые Кремль пытается закрепить руками ШОС, БРИКС и силой оружия в Украине. Но вернемся в 1925 год. Что реально сцепляет антизападную коалицию сегодня? Ну, во-первых, это энергетика. Китай и Индия сейчас это якоря российского экспорта. Подписанный меморандум по силе Сибири-2 – это попытка превратить временный нефтяной переток в долгую газовую связку. Это, знаете, здесь нет никакой благотворительности ни с одной, ни с другой стороны. Это взаимовыгодные договоренности. Но помните, что до бывших 177 миллиардов кубов в Европу пока как до Луны. Далее это вооружение и боеприпасы. Северокорейский конвейер закрывает дефициты артиллерии и ракет. Иран – дроны, оптика, частичная электроника и ракеты. Китай также поставляет, насколько известно, России комплектующие для техники, дронов и ракет. Пока Китай стесняется об этом говорить, но в ближайшем будущем, я думаю, Китай признается, что сотрудничал и будет сотрудничать с Россией. Ведь враг у него с Кремлем один – это Запад. ШОС после вступления туда Беларуси в 1924 году стала блоком из 10 государств, где РФ и КНР продвигают альтернативные институты. Банк, фонды, антисанкционные механизмы – это политический фасад коалиции. Теневой флот, промежуточные юрисдикции, расчеты в национальных валютах – они снижают результативность западных мер. Но у этой коалиции Кремль выглядит пока не как самое главное звено. Индия пока не союзник, а игрок. Нью-Дели берет дешевую российскую нефть и жестко торгуется с Вашингтоном. У Путина, я думаю, есть мечта сделать Индию еще одной опорой в коалиции против Запада. И сейчас он пытается делать все, чтобы Индия стала полноценным союзником. В Китае, как вы знаете, Путин и Моди долго о чем-то общались в машине. Как я уже и сказал, Северная Корея и Иран – это уже полноценные союзники Кремля. Поставки оружия, отправка военных на фронт против Украины. Путин будет пытаться делать все возможное, чтобы втянуть в войну против всего Запада как можно больше участников. Война длинная. Пока работает северокорейский боекомплект и иранские технологии, у Кремля есть кислород. Это продлевает ресурс обстрелов и наступлений. Санкциям нужен апгрейд. Без жесткой работы по артериям, через которые Кремль подсаживает на иглу и снабжает своих старых и новых союзников дешевой нефтью и газом, проблему не решить. Отдельную роль в становлении этой будущей оси зла, на мой взгляд, сыграл Дональд Трамп.
Уж умышленно или нет, в будущем, я думаю, мы все узнаем. Но первый удар по единству Запада нанес именно он. Он сделал то, чего не удавалось сделать самому Путину уже много лет. Я хотел бы поблагодарить господина Трампа за совместную работу. Главное, что с обеих сторон был настрой на результат. Западная коалиция распадается. США устранились от дел на европейском континенте. Все, что делает Трамп, рушит укреплявшиеся десятилетиями отношения по взаимопомощи и систему безопасности не только в Европе, но и в мире. Он пилит ножку собственного стула. Вывод простой и неприятный. Антизападная коалиция не риторика Путина, а рабочая схема выживания режима. И чем дольше Запад будет недооценивать связку Пекин, Москва, Тегеран, Пхеньян, тем дороже будет финальный счет. Признаки антизападной коалиции, назовите ее новой осью зла, уже видны невооруженным глазом. Это ШОС как политическая витрина, новые газовые контракты на восток, устойчивые потоки нефти в Китай и Индию, северокорейский и иранский боекомплект. Плюс синхронная дипломатия Москвы, Пекина. Но это пока еще не полноценная антинато, а кампания по расчету. В связке с Китаем Россия пока еще младший партнер. Индия берет скидки, но в союзники пока прямо не записывается. Токсичность Северной Кореи и Ирана подпирает вторичные санкции, а цели участников расходятся. Пекину нужна управляемая эрозия порядка без большой войны, Кремлю ломка здесь и сейчас. Поэтому ось работает для Путина пока как коалиция выживания. Она продлевает ресурсы войны, но трещит на некоторых деталях. Ну а что если эта коалиция превратится в полноценный военный блок? Что будет тогда? По живой силе активные военные у Запада, это США плюс ЕС, порядка 2,5 миллионов. У связки Китай, Россия, Иран, КНДР порядка 5,5 миллионов, то есть более чем в 2 раза больше. По населению США плюс ЕС это примерно 800 миллионов против 1 миллиарда 600 миллионов только у ядра коалиции. А если добавить туда Индию с ее почти 1,5 миллиардами, то демографический вес условной оси вырастает до более чем 3 миллиардов человек. Ну и, разумеется, ядерное оружие. Оно есть у России, Китая, Индии, Северной Кореи. Так что даже если такую коалицию составляют мировые изгои и отбросы, она является более чем серьезной угрозой в военном плане. Это как кучка обезьян с гранатами. И еще одна важная деталь. Если США продолжат линию изоляционизма, мы придем к предсказуемо плохим последствиям для всего мира. Плохих парней всегда сдерживает только сила. Союз США и Европы десятилетиями был таким механизмом сдерживания, а политика Трампа его ломает. Итог парадоксален. Если заварушка начнется, США все равно втянутся, только позже и по куда более высокой цене и в деньгах, и в жизнях. Ну а главную военную скрипку в этом ансамбле диктаторов играет Кремль. Путин ведет настоящую войну, агрессию, обстрелы, ядерный шантаж. Путин всегда будет пытаться втянуть в войну всех, кто оказался на его орбите, как это уже происходит с Ираном и Северной Кореей. Россия может быть и младший партнер Китая, но именно Кремль задает тон в агрессии. И пока США и Европа продолжают верить в разговоры и договоренности, режим будет наглеть. Против него нужны не реверансы, а жесткие силовые меры. Путин должен быть признан международным террористом, а его режим должен быть ликвидирован. У меня на этом все. Оставляйте свои комментарии под этим видео и высказывайте свое мнение. Не забывайте также подписываться на мой телеграм-канал. Ссылка есть в описании. Там вы найдете много чего интересного и полезного. Если у вас есть важная или интересная информация, в том числе о коррупции руководства силовых органов России, можете анонимно поделиться и со мной. Как это сделать безопасно, вы также можете узнать в моем телеграм-канале. Ну и как всегда, ставьте лайки, делитесь этим видео и подписывайтесь на этот канал. Здесь вас никто не обманет.